Всем привет, ребят! Беру сегодня снова камеру в руки. Я сейчас приехала на работу. Сначала нужно отработать, а потом у меня контроль в больнице после операции, взвешивание, все такое. Так что беру вас поэтому с собой. Я думаю, что некоторым из вас это будет интересно. Полдня отработала. Быстро пролетают эти полдня. Теперь едем в больничку. Будем контролироваться. Я знаю, что я на пару килограмм поправилась, но говорят вроде как, что это норма. Сейчас будем все точно узнавать. Вроде красиво, а вроде болото какое-то. Непонятно. Непонятные ощущения. Почище было бы прикольнее, мне кажется, намного. Мне, кстати, сегодня подфартило. По идее, у меня возле работы, возле праксиса в центре, который никогда нету парковочных мест. А сегодня на третьем кругу я нашла парковочное место. Кто сегодня был везучий? Я была везучая. Кстати, по поводу того, что я сказала, что я на пару килограмм поправилась, нам изначально вроде говорили, что из-за того, что идет большой спад веса, может быть такое, что когда организм достигнет своего минимума в весе, то есть похудение будет закончено, пару месяцев будет он стоять стабильно. У меня так и было. У меня вес стоял на 72-73 килограмма плюс-минус. Было стабильно на протяжении полгода, наверное. И сейчас у меня вес прибавился. Я сейчас вешу 74 килограмма. Это даже не пару килограммов, килограмм 2, так скажем. У меня вес добавился. Я надеюсь, что сильного прибавления не будет, потому что там говорили, что вес может вернуться 5-6 килограмм примерно. Я бы, если честно, не хотела, потому что мне нравится то, как у меня сейчас. Посмотрим, что мне сейчас расскажут. Что мне вообще скажут, потому что спортом я не занимаюсь в последнее время. Я даже паузировала свой фитекс, чтобы его не платить просто так, потому что я все равно сейчас не хожу, у меня просто нету возможности, ни времени, у меня ничего, нету, чтобы туда ходить. Вот. И я думаю, что сейчас они меня на этом поймают, поругают. Поехали. Насколько знакомые двери. Ведь раньше мы сюда приходили один раз в неделю минимум. Теперь намного реже. Помните, когда-то я в этом лифте снимала нас всех троих, и мы такие бочки тут стояли. Блин, не верится. Контроль пройден успешно. И поедим за это вредные вещи. За то, что все так хорошо прошло. Взяла в автомате вот такой вот типа печенька с творогом, типа творожная печенька. Немцы называют кеза, хотя кеза это сыр. Не знаю. В общем, по идее, это творожная такая печенька должна быть. И что я вам могу сказать? Меня очень сильно похвалили. Сказали, что я прям большая молодец. Давайте я вот так свои данные закрою. И покажу вам. В общем, во время операции примерно, у меня было, где тут, 125,6 это вес во время операции, но это было взвешивание до операции за я не знаю, сколько месяцев. В общем, когда я пошла на операцию, я была 127 килограмм примерно, И вот сейчас у меня стабильно держится вес. У них почему-то весы показывают по-другому, не как у меня. У меня показывает 72, 73. Я вам сказала, что сегодня мне показалось 74, у них показалось 75. Но я в джинсах одетая, это все тоже нужно учитывать. Вот. Потом, что она сказала у меня очень хорошо. Последний раз у меня мышечная масса очень упала, была прям на линии минимума, вот вы видите, Сейчас у меня мышечная масса на уровне нормы.
Но я не понимаю, откуда она взялась, потому что я как бы, ну, спортом не занималась. Вот, но это хорошо. Вода в организме у меня держится, она у меня завышенная, я это чувствую под вечер, что у меня, ну, как бы минимально отекают ноги, но это не страшно, да, поэтому она тоже сказала, это не критично, все хорошо. И у меня снова занизилась фэт-масса, жировая масса, да, опять у меня ушла, и она сейчас у меня находится на минимуме. Она говорит, не надо тебе больше убирать жир, мышечная масса супер, если, говорит, добавишь, в принципе, будет неплохо, но, говорит, худеть в плане жира больше не нужно. Поэтому, да, и она говорит, вот я вижу, что ты стала пить больше воды. Вот здесь я вообще очень мало пила воды. Или нет, подождите, это что? А, нет, я вас хотела обмануть. Это тоже что-то связано с водой, но что-то другое там. Не могу сейчас сказать точно, что это, потому что они, в принципе, это никогда не говорят. Ну и ладно, фиг с ним. Но, в общем, не знаю, откуда взялась эта мышечная масса, но она откуда-то у меня взялась. Еще у меня есть вот такая вот тетрадь. То есть данные свои закрою. Где мне тоже постоянно записывают, что я прохожу все контроли, что как бы я такая молодец. Вот у меня здесь они записывают, тоже всякие параметры, ставят свои росписи. Здесь почему-то росписи они не ставили, ну и ладно, ничего страшного, вот. Так что все супер, все круто. Она сказала, продолжай в том же духе, ты большая молодец. И поэтому я сейчас скушаю вот эту вот нездоровую печеньку. Так что давайте, кстати, попробуем, вообще вкусно это, невкусно. Я, если честно, никогда такое не ела. Я вообще противник, да, вот этих всяких вещей с автоматов, особенно ты никогда не знаешь, сколько они там лежат. Сколько здесь? До 3.6.25 года. Ну, в принципе, это нормально. Ну, пахнет, кстати, вкусненько. Такая вот печенька. И сверху у нее сыр, что это? Ну, в принципе, ничего так. Но сладко. Очень сладкое. Да, очень сладко. Ну ничего. Пару раз сейчас укушу, водичкой запью. Иногда надо себя баловать. У нас, кстати, много девочек с нашей группы. Я с ними на выходных ходила встречаться. Кто-то делает себе грудь, кто-то делает себе, убирает уже живот. Они меня сейчас опять спросили, как насчет груди. Я сказала, что я пока сомневаюсь, потому что вот эти имплантаты, все, да, я уже рассказывала вам. В общем, мне нужно эту ситуацию немного обдумать. Papa, Mama? Warte, du kannst gleich hier stehen, wenn ich will sagen, ich bin schon jetzt hin. Mama, weißt du? Mama, Забрала Даню из детского сада. Ты кто, боксер? Ну что ты кричишь? Стой. Кушать он просит. У нас, кстати, с котом была... Ага. У нас, кстати, с котом была тут ЧП на той неделе. У него вот здесь надуло вот такую вот на шее шишку. И мы ходили к врачу, ему вскрывали, у него там был гной. Как она говорит, что, ну, похоже, что он где-то повредился. А мне же на день рождения пальму подарили, которую я поставила вот там в углу на кухне. Я вам ее показывала. И мне кажется, что он вот эту пальму, ну не кажется, я видела, что он ее так терся об нее, что-то там как-то это. И мне кажется, он себе там поранил, и оно у него не воспалилось. И я не знаю, даст он вам сейчас показать, нет? Там вот у него выбрито, и скальпелем ему вскрывали. Да? Да, нам еще с тобой надо лекарства выпить. Ему выписывали антибиотики. Пьем 2 раза в день антибиотики утром и вечером. В общем, все дела. У нас тут лечение идет полным ходом. Да, будешь? Да. Все. В общем, как вы поняли, мы дома. Сейчас будем
что-то кушать. У меня, в принципе, есть еще мясо с овощами. В духовке я делала курочку с овощами в сливочном таком соусе. Вчера она у нас была с рисом, я отваривала. А вот сегодня, не знаю, может быть, лапшу или картошку отварить. Картошку чистить надо, не хочу. Mama, О, kann ich spielen im Wasser? быстрее беги в то... Ты... Нет, в ванну беги. Беги в ванну, быстрее пока. С голой жопой. Ясно. Что такое? Пустите меня в мою машину. Я снова вышла из дома. Хотя я уже так хорошо лежала, мне уже так не хотелось никуда выходить. Но у меня еще сейчас в 8 вечера будет термин. Пойду на ваксинг. И да, я, кстати, уже сделала еще 2 терапии. Мезотерапии. И да, волосы уже снова выпадают значительно меньше. Но выпадение еще есть. И, знаете, прям так чувствуется уже вот это вот то, что волос стало больше. Это круто. Час спустя бегу домой. Хочу уже отдыхать. Сильно отдыхать хочу. Устала. Вроде ничего такого особенного не делала. Да, как бы. Но уматывает вот это. Когда вроде ты расслабился, потом снова ты не расслабился, потом надо опять куда-то бежать. Вот это самое ужасное, да. Я люблю как? Переделать все дела и уже расслабиться. Но нет, так не получается почему-то.